Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и я пролез внутрь торговецкого вихря. Обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. И если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А вот теперь поехали. Небольшое предисловие. Фронтиры хотели упразднить тот момент, когда мы могли с помощью внешней камеры залезть внутрь, скажем, к примеру, корабля либо какого строения, находясь рядом игроком, нажимали Ctrl-пробел и пролезали. Это дело прикрыли. Вроде бы в 14 или 13 обновлении, точно не помню, если что, поправьте в комментариях. Но способ проникнуть внутрь корабля есть, и внутрь различных строений тоже есть. Сейчас все покажу. Эта история напоминает тот момент, когда еще не были видны интерьеры флотоносцев официально с обновлением, но они уже были в игре. Ну, собственно, отправляемся в торговецкий вихрь, и нужен корабль похолоднее. Крайты в этом плане показывают себя великолепно, но еще есть Diamondback Explorer, Дельфин, так что не обязательно брать крайт. Летаем к той части, из которой идет свечение. И вроде как это верхняя часть, учитывая глиф, потому что также на больших обычных торговецких перехватчиках глиф находится с лицевой части корабля. Вот торговецкий глиф, температура в покое у этого корабля примерно, наверное, 16, что-то вроде этого, но теплоотводу воспользуем. Нажимаем Ctrl-Alt-пробел, нолик, Ctrl и поехали. Нажимаем плюсик, чтобы двигаться, собственно, побыстрее. И двигаемся в щелочку. И пытаемся пролезть. И мы пролезаем. Мы внутри Титана. И тут нету практически нифига. Одни текстуры, никакой особо красивой внутряночки вы здесь не найдете, за исключением двух частей, которая нижняя, как я понял, и верхняя, где у нас проходит свечение. И можно увидеть, что происходит с Таргоидом после того, как он сюда залетает. Потому что очень много вопросов. Во-первых, тут у нас находится полусфера. Почему полусфера, а не просто, скажем, стена, не ясно. И почему оттуда, откуда идет свечение, тоже в виде стены, не ясно. Ворота или портал, не ясно. Также обратите внимание на звуки, которые тут происходят. Ну, вроде ворота так не шумят. И это, если что, звук не отсюда. Кстати, вот каким образом выглядит портал или же ворота с обратной стороны. Это какая-то, в кавычках, жидкая субстанция, которая нас, естественно, не пропускает. Кстати, тут видно, как еще у нас вылетают торгоиды по бокам. Да, тут тоже есть такие места. Ну, тут вылетают либо глефы, либо торгоиды-скауты. И вот наш большой друг торгоид летит сюда. Проходит через жижу. Делает анимацию распространения лучей в разные стороны. И исчезает. Фронтиры ввели нам новый контент в этой игре, но проблема в том, это как будто тебя положили покушать, привязали к стулу, связали руки и оставили тебя на улице, а еда находится в доме. Мы не можем никак с этим пока что взаимодействовать. К сожалению. Можем только смотреть. Фронтиры размазывают выход обновления опять на большое время. И да, вот вы сейчас видели, как торгоид отсюда вылетает, как он здесь появляется. Ничего интересного я внутри Титана так и не нашел, кроме того, что я вам показал. Возможно, со временем будут введены различные другие части, которые будут находиться внутри. Все возможно, это фронтиры. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.